Здравствуйте, уважаемые наши зрители! Сегодня я хочу рассказать несколько дополнений к нашим играм в клеточку. Помимо игр «Подружи числа», «Мы едем», «Соседи» и «Цифровой поляны», которые формируют цифровой ряд и образ числа, и соотнесение образа числа и количества числа, к этому я предлагаю еще следующие игры. Вам понадобятся цифры, обозначенные точками, то есть количеством числа, и образы цифр для этой игры. И мы открываем книжку на страничке «Игры на память». Просим ребенка выложить цифровой ряд. Все равно чем? Он может выложить его как цифрами, так точками, так и образами в виде животных, тем, которым ему понравится. Ребенок выкладывает у нас поезд, мы говорим, что он садится в поезд, и ему нужно найти нужный вагон. Для этого он должен выкинуть себе билет. Он выкидывает число, это оказывается 4, значит, он должен ехать в 4-м вагоне. Ребенок находит, где у него 4-й вагон, и проверяет, правильно он нашел или нет. И так играем до тех пор, пока ребенок без пересчета быстро не находит, в каком вагоне он едет. То есть он не считает сначала до конца, что это за цифра, а просто тоже сам с легкостью переворачивает цифры и проверяет, что он попал в тот вагон, который ему нужно. Одновременно в эту игру с ним играет и взрослый или другой ребенок. То есть это лежат два листочка рядышком, и взрослый ребенок по очереди кидает кубик и посещает тот вагон, которым ему нужно посетить. Такая же игра, аналогичная, может быть игра в дом. На какой этаж мы сейчас поедем? То есть ребенок кидает кубик, это как будто кнопка лифта, значит, мы едем на 2-й этаж, и на 2-м этаже он переворачивает циферку. Дальше он кидает четверку, выпадает четверка, это 4-й этаж, значит, лифт едет на 4-й этаж. Это один из вариантов игры. Следующий вариант игры – это мы берем, у нас и взрослый, и ребенок. Одинаковый набор и цифр одновременно, и количество числа, и образа. И ребенок произвольным образом абсолютно расставляет все эти квадратики у себя на листочке, как ему хочется. Дальше мы играем в такую игру, как можно быстрее покажи все, например, все единички. Ребенок должен найти так единичку, так единичку, так единичку. И он называет 1, сначала у него идет, потом 2, он находит все двойки, потом 3, он находит все тройки и так далее. И можно играть как в прямом порядке, так и в обратном, от 6 идти к единичке. Когда эта игра хорошо усвоена, можно играть следующую игру. Мы теперь переворачиваем все цифры и находим, как игра Memory, и находим тройку, двойку, шестерку и так далее. Притом взрослый делает у себя, а ребенок у себя. Дальше ребенок вспоминает, где у него какие были числа. Например, вот я сейчас помню, да, до конца надо перевернуть. Это 1 и 1. У меня вот здесь, да, я его перевернула. Следовательно, там 6 и 6. То есть он по тройкам переворачивает, пока все не перевернет и не увидит, что все цифры названы правильно. Мы продолжаем играть в клеточку. Теперь это вторая часть. И я предлагаю еще несколько игр. Первое – это будет специальный графический диктант. Опять и взрослый, и ребенок одновременно участвуют в этой игре. Только теперь я предлагаю следующее правило игры. В отличие от того, как предложено в книжке, когда взрослый и ребенок по очереди диктуют направление движения, сколько клеточек надо подняться или опуститься, или вправо или влево передвинуться. Теперь мы играем в игру таким образом.
Когда человеку нужно показать направление, он показывает либо так, либо так, либо так, либо так. А сколько надо передвинуться, мы показываем хлопками. Взрослый ставит ребенку точку, а ребенок ставит, соответственно, точку взрослому. И теперь ребенок задает взрослому. Значит, взрослый должен вверх от этой точки нарисовать 3 клеточки. Дальше ребенок смотрит, как взрослый это рисует. Он показывает ему, например, так. Но взрослый здесь может пойти на хитрость и вместо 2 клеточек нарисовать 1. Тогда ребенку нужно очень внимательно следить, правильно выполняет задание взрослый или неправильно, или делает ошибки и превратится в настоящего строгого учителя. Эта игра развивает у ребенка контроль деятельности, внимание, память и умение делать графический диктант. Следующая игра «Получи пятерку». Дети любят получать пятерку в школе. Теперь мы будем получать пятерку немножко другим способом. Ребенок кидает кубик, и у него выпадает 4. Он обводит 4 клеточки, и взрослого спрашивает: у тебя получилось 5? У ребенка не получилось 5. Чего не хватает до пятерки? Не хватает еще 1. Значит, мы должны опять выкинуть кубик. Ребенок кидает. О, в этот раз повезло. И прибавляя к 4 1, мы получили 5. Тот, кто получил быстрее пятерку, взрослый или ребенок, тот выигрывает. Ну, да, поскольку игра получилась слишком короткая, мы сыграем еще раз. Опять кидает, допустим, это взрослый. У него получилось 3. Сколько не хватает? Может у ребенка попросить: помоги мне, пожалуйста, сколько не хватает? Не хватает 2. Значит, мы кидаем еще раз. На этот раз выпало 5. Но поскольку нам не хватает, мы должны дорисовать эти 5 клеточек. И у нас получился теперь явный перебор. Можно, кстати, сделать такую подсказку, если ребенку вначале тяжело играть, чтобы он быстрее приноровился. Можно вначале отделить вот эту пятерку и увидеть, что тут у нас будет линией 5 прочерчено. Теперь получилось число, которое больше 5 на 3, и ребенок может легко посчитать и сказать, что получилось-то 8. Тогда следующим действием выпавшее число он должен отнимать. Мы кидаем еще раз. Теперь выпало 4. Мы должны отнять 4. Отнимаем цифру 4. И опять получили 4. У нас опять получилось 4. Теперь кидаем еще раз. Теперь к 4 мы должны прибавить 2. И у нас получился опять перебор. Мы опять ушли от цифры. Значит, в следующий раз мы будем вычитать. Оба, опять получилось 2, опять вернулись к 4. Ура! Получилось теперь 1, мы теперь прибавляем. И теперь у нас наконец получилась 5. Поскольку ребенок соревнуется вместе со взрослым, у кого быстрее выпадет, и проверяет, как выпадает у взрослого, взрослый может, кстати, тоже идти на хитрости и делать ошибки. Например, когда он прибавляет к 3 2, он может получить не 5, а 4, и ребенок контролирует, правильно взрослый посчитал или нет. Это следующий вариант игры. Еще следующая игра. Следующая игра уже называется не «Получи 5», а «Получи 11». Вы играете вместе с ребенком. У вас точно такой же лист. И вы по очереди кидаете кубики. Первым делом ребенок кидает кубик, и у него получается выпало 9. Он обводит 9. Это уже для детей постарше. Здесь тоже можно, если ребенок у вас еще не очень хорошо считает, можно ему помочь и начертить на уровне 11 такую линию сплошную, чтобы было видно, когда мы достигли этой 11. Дальше у нас выпадает число 3. Мы должны к 9 прибавить 3. У нас теперь перебор. У нас получилось не 11, а 12. Значит, следующее число мы будем отнимать. Выпало 5. Мы отнимаем 5. 1, 2, 3, 4, 5. И у нас получилось, тут ребенок считает, сколько же у него получилось. У него получилась 7.
Следующий раз он кидает. Так, поскольку получилась семерка, дальше мы должны прибавлять. И прибавляя к семерке, соответственно, 9, мы получаем 16. Следующим действием мы будем отнимать. Потому что мы перешли, как только мы переходим за эту линию, мы, значит, отнимаем уже. О, выпало у нас целых 11. И 11 мы теперь должны отнять. Отнимая от 15 11, так, мы получим с вами 5. И, соответственно, в следующий раз мы будем прибавлять. И так до тех пор, пока нам не удастся, наконец, получить цифру 11. Еще раз, играем по очереди. Ребенок у себя заполняет этот лист, взрослый у себя. Кто быстрее получит 11. Следующую игру, которую я предлагаю, называется «Игра на внимание». Для этого нам потребуется 2 цвета, и взрослый и ребенок играют на одном листе. И для этой игры мы сделаем исключение, начнем сверху. Ребенка просят нарисовать любую фигуру, которая помещается в клеточку. Например, ребенок рисует треугольник. Взрослый говорит: а я нарисую квадратик. Теперь ребенок говорит: я нарисую кружок. Взрослый говорит: а я нарисую крестик. Ребенок говорит: я нарисую, что еще тут можно придумать? У нас был треугольник, квадратик, кружок, крестик. Например, я нарисую букву «З». Вот. Дальше цель игры на внимание продолжить игру. Например, взрослый теперь выбирает синий цвет, а ребенок зеленый. И они на скорость должны как можно быстрее заполнять этот листок, кто первый ошибется. И, значит, первый должен действовать. После Z у нас должна идти синий треугольник. Кто быстрее нарушит порядок. И на скорость заполняется как можно быстрее столько рядов, сколько вам захочется заполнить. Эта игра развивает внимание, память, координацию и контроль. Спасибо за внимание. Играйте в наши игры, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч!